Привет, YouTube! На просторах интернета попался мне ролик, который обещал, что можно сэкономить немножко электроэнергии на лампочке. Не лампочке накаливания, именно на LED-лампах, если к ней подключить конденсатор. Конденсатор нужен не современный, современные не годятся. Нужен конденсатор образца Советского Союза. Я такой у себя нашел. И, о чудо, я нашел именно тот конденсатор, который нужно, как говорил автор ролика. На конденсаторе должна быть вот такая вот меточка. Именно этим концом мы будем подключать конденсатор к лампе. Ну, вы сами все увидите. Чтобы не быть голословным и чтобы все было прозрачно, ролик я буду снимать в режиме нон-стоп на две камеры. Одну из камер размещу в углу по принципу картинка в картинке. Чтобы не переключаться, вы сами все будете видеть, как это происходит. Снова-таки, чтобы было проще и быстрее, и безопаснее, 220 вольт, как ни крути, я подготовил такой микростендик, на котором мы все это будем монтировать. Ну что, поехали. С вами Хмурик. Вперед. Итак. Сюда будем подавать 220 вольт. Включаем наш паяльничек. Так, паяльник пошел греться. А мы подпаяем проводок, к которому будем подключать патрончик. Поскольку конденсатор у нас советский, методы пайки тоже будут советские. Забудьте про современные флюсы, исключительно канифоль. Так, заизолируем, потому что что-то мне подсказывает, что попасть на фазу история не веселая. Так, это есть. Убираем в сторону. Крепим наш ввод. Так, не хочется головой влазить в камеру, немножко неудобно. Так что уж извините, но режим нон-стоп он такой. Но будет интересно самому посмотреть. Значит, вот он наш конденсатор, еще раз. Точечка с этой стороны. Ставим его, крепим. Да, забыл сказать. Чтобы убедиться, течет ток, который учитывается электросчетчиком или не течет, автор использовал стрелочный тестер. Опять же таки, советских времен. Я нашел такое чудо у себя. Сразу поставил его в режим тока. Переменное напряжение. Будем использовать его. Так. Конденсатор. Подсоединяем. Ко входу 220 вольт. Это у нас будет. Потянет. Тепленький еще. Плюс канифоли, что ее можно просто счистить. У нас чистый контактик. Теперь сюда мы подключим лампочку. Значит, у нас будет идти цепь 220 через конденсатор к лампочке, через лампочку и на другой конец 220. Входа точнее. Итак, наша лампочка. Вот она.
Точнее, это не лампочка, а наш патрончик. Подключаем. Посмотрим, кто его знает. Может, в тайных советских лабораториях изобрели нечто такое, чего современная наука не знает или забыла. Да, кстати, еще момент. Почему я это все затеял проверять? У автора ролика была очень неоднозначная подача. Во-первых, у него контакты подключения, которые шли потом к тестеру, хитро прятались за стол, и непонятно, куда они девались. Сам тестер стоял так, что было видно экран. Тестер был другой, но тоже стрелочный. Экран был виден, но ввод в тестер видно не было. И что там автор химичил, неизвестно. Поэтому у нас все прозрачно, все будет видно. И я делаю все при вас, вживую. Так, патрон. Я думаю, когда лампочка будет загораться, вы сможете это увидеть. Так, ага, ну да, советские патроны. Это вам не что-либо как. Есть. Так, есть. Теперь второй контакт. Думаю, держаться будет. Не, короткий. Не подойдет, так неудобно. А с другой стороны, мы можем подключаться прямо к конденсатору. Нам же никто не запрещает. Правильно? Упростим стенд. Значит, провод от лампочки закрепим, чтобы он у нас не болтался. Тестер в сторону, это сюда, поближе, чтобы все было компактно на виду. Так, провод держится, не болтается. Так, вот они щупы, обычные простые щупы с крокодильчиками на концах. Значит, чтобы она нам не сильно мешала, мы сделаем вот так. Возможно, вот так. Я не знаю. Вам будет видно. Так. Значит, нам амперметр. Тестер в режиме амперметра. Для начала проверим саму лампочку, чтобы она была рабочая. Лампочку вкручиваем. Даже если в кадре не будет видно, не знаю, видно, не видно, надеюсь, видно, вы увидите по свечению. Так, а ну-ка, проверим. Да, лампочку видно. О, и очень хорошо видно. Упс, камера. Да, неудобно. Это нас устраивает. Один контакт. Сюда. Второй для начала пустим, минуя конденсатор. Напрямую. Проверим лампочку. Как и делал автор того ролика. Вот она наша 220 вольт. Включаем. Лампочка горит. Извините. Вот так. Горит.
Ток потребления 30 с лишним миллиампер. Я боюсь включать на меньший предел, потому что во время включения могут быть импульсные скачки, и тестер просто, если там есть предохранитель, не знаю, может сгореть, может не сгореть. Не будем рисковать, я думаю, вот этого достаточно, чтобы оценить, течет ток через лампочку или не течет. Теперь подключим через конденсатор. Вот она наша цепь. Пошел ток через конденсатор, через тестер на лампочку, с лампочки круг замыкается. Ну, пробуем подавать и смотрим, что из этого будет. Момент истины где-то у нас типа 220. Ватсон, вы видели? Ватсон, вы видели? Ага, интересно. Так, выключаем. Так, я не знаю, что там с конденсатором, на всякий случай. Все-таки 220. Разрядить лучше. Так. Я ожидал нечто такого, возможно. Поэтому предлагаю пойти чуть дальше. Я хочу смонтировать выключатель, который у нас будет конденсатор замыкать. У него есть положение. У него есть положение включено, выключено. В одном мы будем закорачивать конденсатор, и у нас будет ток течь напрямую. Второй размыкаем выключатель, ток идет через конденсатор. Можем пощелкать и последить за тестером, что при этом меняется. Итого. Так, на камеру сейчас, может быть, будет видно. Попробуем. Вот он наш контакт, вот там. В таком положении разомкнут. Вот он замкнулся. Вот это замкнутое положение. Значит, запомним с этой стороны. Вот у меня будет крышечка. Вот так, чтобы не ерзало это. Я его прикручу к стенду. И тут у нас будет замкнуто. Раз у нас цепь будет замкнута, конденсатор будет замкнут, значит он не будет у нас участвовать в протекании тока. В противоположном положении будет, пометим, вот это сюда, когда мы включим, это будет с конденсатором, а здесь у нас конденсатор будет отсутствовать. Вот так. Крепим. Обязательно досмотрите ролик до конца. Там будут показаны все нюансы интересные. То есть это только начало. Дальше мы будем разбирать, почему так происходит. И это самое интересное в этом ролике. Физику процесса. Так, вот он. Наш переключатель. Вот мы его закрепим. Болтики не надо. Закрепляем. Так. И так. Что такое? Где там у нас? Ага. Есть. Так, паяем параллельно конденсатору. Все честно, с советской канифолью. Раз.
чтобы нам не мешало крокодильчик подсоединять. Так, хватит провода. Хватит. И 2. Так, паяльник нам уже не нужен. Мы его выключим. Припой убираем. Поехали. Подключаем. У нас положение конденсатор замкнут. То есть сейчас прибор при включении должен показать протекаемый ток. Есть. Вот у нас ток. Ну что, подключаем конденсатор. Ага. Ага. Есть. Вот она наша вещь. Ток еще через конденсатор замкнуто. Давайте сделаем так. Я выключу и проверим. И страшно. Есть. Искра прошла. То есть ток действительно тек через конденсатор. Ну что, народ. А теперь будем разбирать физику самого процесса. Пожалуй, я разберу наш стендик. Он нам не нужен. Мы увидели, что это работает не как у автора ролика. Все честно, все на виду. Разберем физику. Я думаю, секрет, как говорил автор, кроется в конденсаторе в первую очередь. А как? В чем именно? Как сказал автор, вот эта точка на конденсаторе, она магическая. Именно при подсоединении к этой точке мы можем немножко сэкономить электроэнергии, подключая LED-лампы. Но только LED-лампы. Лампы накаливания, вот это все не подходит. Я могу вам открыть один большой или маленький секрет. Эту магическую точку можно нарисовать, что я, собственно говоря, и сделал. Поэтому не обязательно эту точку искать на конденсаторе. Можно сделать это самому. Но самое главное, что эта точка не работает без вот этой кнопки. Когда мы нажимаем эту кнопку, мы замыкаем наш тестер накоротко. Так что вся соль в этой кнопке. Увы, шары просто так не бывает. Точка без кнопки не работает. Я чуть не забыл. А все-таки с конденсатором как себя ведет система? Я ж так и не попробовал. Ну и... Где ты, автор того ролика? Вот точно так же у вас будет показывать ваш счетчик. Что-то больше ток стал, чем был. А если вы хотите действительно немножко сэкономить, посмотрите мой ролик, как заправлять газовые баллончики. Но будьте с этим очень осторожны. На этом у меня все. Миф проверили. Если вас интересует проверка подобных мифов еще, пишите в комментарии, подписывайтесь на канал. Будем идти дальше. Всем пока!